В этом видео мы рассмотрим возможности для двумерного блочного моделирования в GraphMapping в 2D и рассмотрим опции, связанные с построением, редактированием и визуализацией блочных моделей. Начнем с создания пустого проекта, зададим размеры окна по горизонтали от 0 до 38 тысяч метров и по вертикали от 0 до 5000 метров. В прошлом видео мы рассматривали, каким образом можно загрузить блочную модель из файла. Сейчас попробуем построить блочную модель вручную без загрузки из файла. Для начала необходимо убедиться, что активен режим работы с блочной моделью. В нашем случае он активен, и теперь мы можем перейти к построению модели. Также отмечу, что при построении блочной модели можно использовать в качестве подложки сеточную модель или изображение. Например, вы можете открыть сеточную модель и использовать ее в качестве подложки. То есть сейчас мы переключились на блочную модель, сеточную модель не видно, но если мы включим вот эту клавишу, то у нас на фоне будет также и сеточная модель, и мы можем поверх нее рисовать блочную. Вот. Но сейчас я пока уберу сеточную модель и будем работать без подложки. Итак, для того, чтобы нарисовать блок, необходимо нажать правой кнопкой мыши по окну с разрезом и выбрать пункт «Нарисовать блоки». Дальше курсор меняется на прицел, и новые вершины добавляются в центр прицела. Нажимаем левую кнопку мыши, и новая вершина добавляется. Таким образом, можно добавить произвольное количество вершин и нарисовать блок произвольной формы. Для того, чтобы завершить процесс рисовки, необходимо два раза нажать левую кнопку мыши, и вместе двойного нажатия новая вершина добавляться не будет. При рисовке блока после нажатия клавиши Escape рисовка отменяется. Если в проекте уже есть блоки, и вы рисуете новый, то вершины нового блока можно привязывать к уже существующим, если они попадают в пределы курсора. То есть сейчас вершина попадает в пределы курсора, и новая вершина добавилась не в центр курсора, а к существующей вершине. Уже созданные тела можно редактировать, можно их перемещать. Также можно перемещать отдельные вершины. Совмещенные вершины можно перемещать с зажатой клавишей Shift. То есть если клавиша Shift зажата, то совмещенные вершины перемещаются вместе. Если же клавиша Shift не зажата, то выбирается одна вершина, и она перемещается отдельно от остальных. Также отмечу, что при перемещении целого блока совмещенные вершины другого блока не будут затрагиваться и будут оставаться на своих местах. Также можно добавить к блокам новые вершины. Для этого необходимо зажать левую кнопку мыши при нажатой клавише Alt. То есть мы зажимаем Alt на клавиатуре, нажимаем левую кнопку мыши, и к ближайшему ребру добавляется новая вершина. Также вершины можно удалять, необходимо нажать на вершину и дальше нажать клавишу Del. Также можно удалить и тело целиком, также с помощью клавиши Del. Кроме того, тела можно разделять. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем по блоку и выбираем пункт «Разделить». После этого необходимо нарисовать разделяющую линию, и завершать рисовку разделяющей линии необходимо двойным нажатием левой кнопки мыши. При этом новая точка не будет добавляться вместе двойного нажатия, и дальше блок будет разделен на две части. Кроме того, есть две дополнительные опции, связанные с редактированием блочной модели. Они располагаются вот в этой части экрана, в этой части панели инструментов. Есть кнопка, которая может менять цвет с зеленого на красный, и она нужна для того, чтобы фиксировать положение блоков. То есть если данная кнопка раскрашена красным цветом, то мы не сможем переместить блок целиком, но при этом сможем перемещать отдельные вершины. Соседняя с ней кнопка нужна для включения опции привязки вершин к существующим. Сейчас она активна, если мы ее деактивируем, то при создании нового блока новые вершины не будут привязываться к существующим, даже если они попадают
пределы курсора. То есть все вершины будут добавляться только в центр курсора. Теперь перейдем к решению прямой задачи для блочной модели. Чтобы решить прямую задачу, для начала необходимо указать свойства тел. Свойства тел можно менять либо через дерево проекта и менеджер свойств во вкладке свойства. Здесь можно указать значение плотности, намагниченности, индуцированной и остаточной, а также направление остаточной намагниченности. Те же самые возможности есть в меню свойства. По нажатию правой кнопкой мыши по блоку открывается новое окно, в котором можно указать значение плотности и также параметры намагниченности. Также можно указать отдельно индуцированную и остаточную намагниченность. Ну и, конечно же, есть еще один способ – это таблица. То есть можно через меню «Модель, блоки, таблица» открыть список всех блоков и в этом списке также указывать их свойства. Второму блоку можно указать избыточную плотность 3 грамма на сантиметр в кубе и намагниченность, например, 0,3 ампера на метр. Теперь для того, чтобы решить прямую задачу, необходимо задать сеть наблюдений. Ее можно задать либо путем загрузки наблюденного поля, тогда прямая задача будет решаться в тех же точках, в которых задано наблюденное поле, либо с помощью загрузки рельефа, либо, если вы не планируете загружать наблюденное поле и рельеф, также можно задать параметры профиля вручную. Для этого заходим во вкладку «Прямая задача. Параметры профиля» и указываем минимальную и максимальную координату и шаг по профилю. Создается равномерная сеть. Если вы хотите решать прямую задачу на неравномерной сети для блочной модели, то тогда уже необходимо загружать рельеф или наблюденное поле. Также можно задать высоту расчета. Высота расчета задается значением высоты выше нулевой отметки. То есть, если вы хотите решать прямую задачу на отметке, например, 100 метров выше нуля, необходимо указать 100 метров со знаком плюс. То есть положительным значением соответствуют отметки выше нуля. Мы можем заметить, что на окне с моделью черная линия, которая раньше рисовалась на нулевой отметке, теперь рисуется выше, как раз на отметке 100 метров. Как раз черная линия рисуется на высоте расчета. Если мы укажем высоту расчета 500, то она будет рисоваться еще выше. Теперь мы можем решить прямую задачу гравиразведки для блочной или полигональной модели. И аналогично можно решить прямую задачу магниторазведки. При решении прямой задачи магниторазведки рассчитываются компоненты ΔT, ΔX и ΔZ. Не интересующие вас компоненты можно отключить. Отмечу, что блочные модели можно строить не только в виде изолированных тел, также вы с помощью блоков можете строить и слоистые разрезы. При этом при построении слоистых разрезов не забывайте учитывать краевые эффекты. То есть обязательно слоистая модель должна продлеваться за пределы интересующей области. Если вы не будете продлевать слои за пределы интересующей области, то тогда могут произойти завалы на рассчитанных полях. Сейчас мы это рассмотрим. Нарисуем некоторую модель, похожую на некоторую слоистую модель. Сделаем модель двухслойной. Вот. Для того, чтобы указать явно координаты вершин, необходимо 2 раза левой кнопкой мыши нажать по вершине, и мы можем, например, для верхнего слоя указать, что 2 верхние вершины должны иметь отметку по вертикали 0 метров. Также мы можем сделать для нижней границы, либо мы можем просто автоматически выпрямить его нижнюю границу, чтобы она была горизонтальной. Теперь через таблицу зададим значение плотности для каждого слоя. Ну и также можем задать намагниченность. Теперь, если мы решим прямую задачу, то мы увидим завалы на краях на гравитационном эффекте, ну и также завалы на краях на магнитном эффекте. Для того, чтобы автоматически расширить блок
Для учета краевых эффектов по нему необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Расширить блок». Его можно расширить либо в одну сторону, то есть только влево или только вправо, либо блок можно автоматически расширить сразу в обе стороны. И теперь, когда мы пересчитаем гравитационный и магнитный эффект, мы увидим, что завалы на краях рассчитанного поля исчезают. Удалим эту модель и теперь перейдем к решению обратной задачи. Для этого загрузим наблюденные поля, наблюденное гравитационное и магнитное поле, его компоненту ΔТ. Уже программа нам напоминает про параметры нормального поля при загрузке поля, но мы их менять сейчас не будем. В областях положительных аномалий нарисуем два тела и попробуем выполнить подбор плотности и намагниченности в этих телах. Сейчас в программе сохранилось старое рассчитанное поле, и можно заметить, что в нижней части окна подписывается, что координаты x для рассчитанного и наблюденного поля не совпадают. Из-за этого программа не может рассчитать невязку. Но после того, как мы загрузили наблюденное поле, расчет уже будет производиться в тех же горизонтальных координатах, в которых задано наблюденное поле и на той высоте, которую мы указывали. То есть если мы сейчас пересчитаем прямую задачу гравиразведки и магниторазведки, то теперь уже невязку получится рассчитать, поскольку теперь по горизонтали наблюденное и рассчитанное поле заданы в одних точках. Для каждого блока можно вручную производить подбор геометрии и плотности. Плотность также можно подбирать автоматически. И намагниченность также можно подбирать автоматически. Для этого зайдем во вкладку «Обратная задача» и выберем интересующий нас метод. Начнем с гравиразведки. При решении обратной задачи для плотностной модели можно подбирать три типа распределения плотности. Произвольное распределение, при котором плотность может меняться и по горизонтали, и по вертикали. Латеральное, при котором плотность может меняться только по горизонтали в пределах слоев или блоков. И константное значение, то есть в пределах каждого блока подбирается константа. Первые два типа распределения относятся к сеточным моделям и могут подбираться только по сеточным моделям. Последний тип характерен именно для блочной модели. То есть не нужно создавать при этом сеточную модель. Если вы подбираете константные значения плотности и намагниченности, то вы можете указать количество итераций, все остальные параметры, они актуальны только для сеточных моделей. Сейчас у блоков, которые мы создали, значение плотности по умолчанию заполнилось единицей, поэтому мы видим такие большие аномалии. Но после запуска подбора мы видим, что невязка уменьшилась, теперь она составляет примерно 1 миллигал, и плотность первого блока составила примерно 0,17 грамма на сантиметр в кубе, второго примерно 12 сотых. То есть мы видим, что программа запустила подбор и поменяла значение плотности. Аналогично можно подобрать значение намагниченности. При подборе намагниченности можно выбирать компоненты поля, по которому производится подбор, если они загружены в проект, и тип намагниченности, который вы подбираете. То есть это полный вектор с сохранением его направления, либо индуцированная, либо остаточная намагниченность. Сейчас подберем индуцированную. Вот мы видим, что также намагниченность поменялась. Она была изначально равна 1 амперу на метр. Теперь у первого блока намагниченность составляет 41 сотая ампер на метр, индуцированная намагниченность. И у второго блока индуцированная намагниченность составляет примерно 32 сотые. Программа подобрала значение намагниченности и плотности таким образом, чтобы минимизировать невязку. Вот. Ну, давайте попробуем заменить такую модель слоистой моделью и импортируем из файла границы. Интерполировать их не будем и зададим максимальную глубину модели до 5000 метров. При импорте модели из файла с границами слои автоматически расширяются для учета краевых эффектов, и здесь не нужно заниматься этим вручную. Через таблицу зададим начальное приближение плотности и намагниченности. Пересчитаем прямую задачу. Обратим внимание на величину невязки, видим, что
невязка по гравитационному полю составляет примерно 46 миллигал, по магнитному 13 нанотесла. При запуске подбора также можно фиксировать некоторые слои. Например, мы можем зафиксировать распределение плотности и намагниченности в верхнем и в нижнем слое. Для этого мы в таблице ставим галочки в столбце fix. Также можно зафиксировать блок, нажав по нему правой кнопкой мыши и нажав фиксировать. Либо, если блок зафиксирован, можно снять фиксацию. Сейчас у нас зафиксирован верхний и нижний блок, и значит изменения могут происходить только в центральном блоке. И если мы запустим подбор, то мы увидим, во-первых, что невязка уменьшилась, теперь она стала примерно 0,2 миллигала. И если мы откроем таблицу, мы увидим, что плотность верхнего и нижнего слоя не поменялась, а в центральном она теперь составляет примерно 2,38 грамм на сантиметр в кубе. Аналогично можно запустить подбор намагниченности. Мы видим, опять же, что невязка уменьшилась, она была 13 нанотесла, теперь 10. И в таблице мы можем увидеть величину намагниченности. Мы видим, что она действительно изменилась в центральном слое, и теперь за счет этого уменьшилась невязка. Также блочные модели могут использоваться и при сеточном моделировании, то есть через них можно также фиксировать области и задавать слои. Но об этом мы поговорим в следующих видео. А сейчас рассмотрим также некоторые возможности для оформления модели. Каждому блоку можно задать цвет. Цвет можно поменять либо через менеджер свойств, либо путем нажатия правой кнопкой мыши по блоку и выбора пункта «Цвет». Ну и дальше в цветовой таблице нужно выбрать цвет, который вы хотите задать блоку. Так можно вручную задать цвет каждому блоку. И, конечно же, через таблицу тоже можно поменять цвета блоков. Для этого нужно 2 раза нажать по цвету и дальше его выбрать. Также визуализацию блоков можно настраивать через меню «Вид», «Блоки». Можем вернуть с помощью кнопки «Раскрасить по умолчанию» исходный цвет блоков. Можно для каждого блока убрать визуализацию его вершин в виде точек. Также можно отключить визуализацию границ. По умолчанию границы каждого блока рисуются черным цветом, если он не фиксирован, или красным цветом, если он фиксирован. Если мы отключим границы, то мы увидим сплошной серый цвет. Можем вернуть границы. Дальше для каждого блока можно подписать значение плотности, подписать значение намагниченности и также визуализировать направление вектора намагниченности для блоков с ненулевой намагниченностью. Кроме того, их можно автоматически раскрасить по значению плотности или по значению намагниченности. Все результаты моделирования можно сохранять в отдельные файлы или в единый файл проекта. Кроме того, модель также можно экспортировать в изображение через меню «Файл. Экспорт изображения». При этом можно по отдельности сохранять модель или поля, или совместно сохранить изображение с моделью и полем. В следующих видео мы рассмотрим процесс работы с сеточными плотностными и магнитными моделями.